Всех приветствую на канале Путь Богача, меня зовут Евгений, и в этом видеоролике мы поговорим на очень важную тему безопасности. Этот видеоролик будет безусловно очень полезен для новичков, особенно тех, кто только знакомится с криптовалютой, и для тех, кто уже какое-то время здесь находится, но не задумывался о некоторых нюансах. После просмотра данного видеоролика вы, возможно, себя в дальнейшем избавите от головной боли, которая потратит кучу времени, нервов, и вам точно не придется расставаться со своими средствами. Речь пойдет о двухкратной аутентификации аккаунта с помощью приложения Google Аутентификатор. И если даже вы им уже пользуетесь и знаете, как это все работает, советую посмотреть ролик до конца, чтобы знать больше нюансов про эту тему. Для начала давайте я вам покажу, как все это работает и зачем вообще все это нужно. Представьте, что вы хотите зайти на свой любимый сайт, и вам нужно по привычке ввести логин и пароль, после чего вы попадаете в него. Но что если речь идет о бирже? Хотелось бы как-то более лучше защитить свой аккаунт. Ведь если логин и пароль попадут в руки злоумышленников, то, возможно, они смогут натворить там непонятных дел. В нашем случае это могут пропасть наши деньги, и согласитесь, это будет очень неприятно. И в роли дополнительной защиты, собственно, и вступает данное приложение. Оно как бы дополняет наш пароль, генерируя каждый раз уникальный код. Давайте нажмем «Войти» и посмотрим, как все это выглядит. Система просит нас ввести код аутентификации. Давайте я выведу вам на экран свой телефон, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Вот код сверху, и если его ввести, то попадем на сайт. Если не успеть ввести, вот смотрите, пропал этот ползунок, обновился. Вот я ввожу, допустим, какую-то там цифру непонятную, и все. Он пишет, что код неверный. Мы опоздали. И тот код, который был, он больше не работает. Он уже с истекшим сроком действия. Но если мы введем этот код вовремя, в то время, пока вот еще ползунок работает, то мы благополучно попадаем на сайт. Вот так это все и работает. Таким образом, даже если логин и пароль попадут в руки злоумышленников, они никак не смогут зайти на сайт и украсть ваши денежные средства, потому что данный код будет присылаться только к вам на телефон. Более того, такой код можно установить еще и на переводы, то есть отдельный код на то, чтобы зайти на сайт, и отдельный на то, чтобы перевести денежные средства. Это еще больше усиливает безопасность вашего аккаунта. Давайте по порядку, как же все это настроить. Так как у меня уже на Binance все подключено, неохота отключать, перепривязывать, я вам оставлю ссылочку на статью, как все это настроить, все очень подробно, понятно, а сам покажу на примере биржи, до которой мне нет никакого дела. Я на этой бирже не зарегистрирован, будем регистрироваться здесь и привязывать по новой. Все как с самого начала. Для того, чтобы создать аккаунт, даже не буду использовать свою родную почту, чтобы не захламлять ее спамом. Есть сервисы, которые позволяют создать временную почту. Ее я и буду использовать. Придумываем пароль и создаем аккаунт. Письмо было отправлено на эту почту. Идем на сервис и смотрим. Открываем письмо и переходим, подтверждаем свой аккаунт. Смотрим, есть ли здесь русский язык, его здесь нету, но ничего. Переходим в настройки и ищем двухфакторную защиту. Вот же она, все очень просто и всегда под рукой. Переходим в этот раздел и нам предлагают установить эту защиту. Давайте же ее поставим. Для того, чтобы она вступила в силу, нужно опять подтвердить через письмо, что это сделали именно мы. Возвращаемся на временный ящик и смотрим письмо. Оно пришло, переходим. И вот тут самое важное, нам выдается QR-код, и код, который можно ввести вручную. Как все это работает, давайте по порядку. Для начала нам нужно само приложение. Идем в Play Market и скачиваем его. Если у вас iPhone, то скачивайте его через App Store. Открываем Play Market и пишем в поиске Google Аутентификатор. Устанавливаем его и после установки открываем. После того, как приложение установлено, нажимаем «Начать» и нам предлагают настроить первый аккаунт. Нажимаем «Сканировать QR-код». Наводим камеру на QR-код и нам выдается номер, который нужно подтвердить на сайте. А именно, вот сюда нужно вбить этот код. Но что стоит отметить и что является очень важным перед тем, как вбить этот код? Здесь есть еще код, который можно было бы вбить вручную, и этот код нужно обязательно куда-то записать. Записать в какой-нибудь блокнот, тетрадь, там, где это будет храниться в надежном месте. Не советую данный код держать на компьютере. Для чего это нужно, давайте объясню. Если вы потеряете свой телефон, или если он будет украден, если вы случайно удалите приложение или этот аккаунт из приложения, то без этого кода вы не сможете восстановить генерацию кодов для доступа к этому сайту. Ну, то есть к этой бирже на данный момент. Так вот, чтобы мы могли восстановить доступ в любой момент на любом устройстве и получать коды, нужно записать этот код. И в случае, если у нас возникнут проблемы, мы просто сможем ввести ключ в настройки через вот эту кнопку. И тут просто вручную вводите этот код, бла-бла-бла, туда-сюда, и появляется тот аккаунт. И теперь этот код мы введем
для подключения этой функции. Все. Двухфакторная защита включена. Давайте теперь попробуем выйти и зайти сюда снова. По идее, у нас должны уже просить код. Выходим. Все, мы вышли полноценно. Давайте попробуем снова зайти сюда. Вводим почту, пароль, который был придуман. Подтверждаем, что мы не робот. Нажимаем «Войти». И вот у нас просят код. Если мы введем абы что, непонятно что, то, естественно, мы не попадем. Код неправильный. Но если мы введем код, который нам выдан на экране, то мы сразу попадаем без проблем. Все, биржа нас пропустила, код сработал. Вот так, ребята, это и работает. И давайте я вам расскажу одну историю. Это почта у нас шалит. Почта о том, что мы зашли на биржу. Да, это, кстати, тоже здорово, когда на почту приходит уведомление, и можно знать, что кто-то туда зашел. Если это были не вы, то можно бить тревогу, идти менять пароли и все, что только можно. Ну, скорее всего, если у вас будет стоять такая защита, то это не потребуется. Теперь, если вы все-таки не записали свой код, если у вас еще есть доступ к кодам, которые выдает приложение, и если вы хотите записать его, например, вот сейчас вы поняли, насколько это важно, то вам нужно на бирже конкретно какой-либо зайти в настройки, перейти в настройки двухфакторной защиты и просто отвязать все это. Вводите код, нажимаете «Отвязать» или «Удалить». Биржа вам это все позволяет сделать с помощью тех кодов, паролей, которые будут высланы вам на почту, там, вот в это приложение. И вы отвязываете, значит, это приложение, а потом вам нужно снова просто перепривязать. И вот когда вы будете делать это снова, вам нужно будет его записать и сохранить. Если этого не сделать, то в случае утери или утраты доступа к кодам вы будете просто выносить себе мозг. Биржа будет требовать от вас куча документов, подтверждений, всякие там вопросы по депозитам, переводам. Вы устанете, вы потеряете кучу времени. Возможно, вам надо будет срочно что-то сделать, перевести деньги, вывести их или что-то оплатить. Но вы будете заниматься тем, чтобы восстановить доступ к бирже. Поэтому запишите все свои коды куда-нибудь, где вы будете знать, что всегда можно туда пойти и посмотреть их. Это очень крутая тема, которая сбережет ваши финансы, но при этом нужно относиться к этому серьезно. И если вы сделаете все так, как я вам сказал, то проблем у вас не будет, и вы будете только наслаждаться тем, что вы защищены. И вот вам быстрая история о человеке, который не думал о безопасности своего аккаунта и потерял свои деньги. Как это произошло? Он использовал один и тот же почтовый ящик для регистрации на бирже и на недобросовестном сайте. Скорее всего, у него был также еще и одинаковый пароль. На этом сайте была возможность оплачивать криптовалютой, что он и сделал. И вот злоумышленники поняли, ага, а что нам, если эту почту и пароль попробовать на бирже? Возможно, даже были пароли разные. Не в этом дело. Они могли подобрать пароль к почте, взломать ее. В общем, они получили доступ к почте, а впоследствии и к бирже. И вот пока он спал, ночью произошла кража его средств. Злоумышленники продали всю криптовалюту и накупили биткоина, а потом вывели его на свой счет, и действие нужно было подтвердить всего лишь кодом, который высылается на почту. Вот и все. Если бы у него стояла двухфакторная защита, если бы нужен был этот код, то, естественно, они бы не смогли ничего сделать, кроме как зайти. И этого бы всего не произошло. Теперь вы знаете, как защитить свои аккаунты, и если видео вам было полезным, то ставьте лайки. Пишите обязательно комментарии для продвижения, или если вам что-то было непонятно. Вы были на канале Путь Богача, и если нам по пути, то обязательно подписывайтесь на канал. Кнопка подписки доступна для всех. Все полезные ссылки, как обычно, в описании. А на этом у меня все.